Ты как думаешь, кто стырил дизайн, у кого Волга у морковников или морковники у Волги? Все стырили у американцев тех годов 60-х. Да, это 100%. Народ, всем привет! Сегодня будет еще раз очередной выпуск в вашу любимую и в мою любимую рубрику Old School. Да, и наконец-то будет та тачка, которую я всегда хотел вам привести в пример. Это тот самый Mark II, который надо хотеть. Смотришь на машину и видишь вещь. К тому же, он даже не в версии седан, он даже в версии купе, понимаете? Кстати, он был еще и в версии универсал. Этот... Бляха, я теперь уже с высоты своего возраста уже начинаю задумываться, а хотелось бы мне купешку все-таки или универсал больше хотелось бы? Ведь универсал выглядит практически точно так же, только со здоровенным мощным багажником. Ну, ребят, что вам сказать, это Toyota Mark II, 30-й кузов. Я уверен, вы даже такого не слыхали. X30. Это 70-е годы, конец 70-х, потому что началось оно в 76-м, закончилось в 80-м. Вот 4 года это было охеренное поколение. 4 года. Понятно, конечно, оно было охеренным поколением внешне, оно охеренным было поколением внутри. Прям зашибись. Но оно не было охеренным технически. Слабенькие моторы, неинтересные коробки, такая странная подвеска. Вроде бы и хочется, и вроде бы и колется, но а с другой стороны, это коллекционный автомобиль на данный момент. Вот эти вот моменты, да, там, ой, его будет сложно чинить, ой, там туда-сюда, это на самом деле не так уж и важно. Потому что в любом случае это машина выходного дня будет, вряд ли это будет машина на повседнев. И поэтому то, что у нее какие-то замороченности в техническом плане, это не так уж критично. Но здесь есть такой момент, который меня жестко разочаровал, потому что я, в принципе, хотел посмотреть вживую на эти самые древние двигатели Toyota из 70-х. А в этот уже успели поставить JZ. Тяжеленное все. Металл. Вот такие машины, они мне реально напоминают вот эти Волги какие-нибудь наши старые, пузатые. Такое же все металлическое, куда ни глянь, все вот такое, металл. GZ, кстати, 2 GZ, между прочим. VVTi-ный, слишком уж современный для этой машины. А еще и нулевик, AGS-овский радиатор. Мама дорогая, это просто все надо вот так вот. И на продажу. Здесь вообще изначально была бедная комплектация, самый минимальный двигатель 1.8. 100 лошадок. И были версии с 2 литрами и с 2.6 Grand. Это был бы самый мощный мотор, там почти 150 там, лошадей. Ух ты, какой мощный прям мотор. Хотя, конечно, понятно, для 70-х годов это, в принципе, неплохо считалось. Особенно, если, опять же, вспомним, что ориентировка была на американский рынок. Ну, то есть ничего удивительного. Очень люблю у старых машин то, что очень все доступно для ремонта. Кстати, до подвески тут даже удобно добираться. Такую подвеску, как у этой машины сзади, мы уже видели. Мы ее уже видели, знаете где? По-моему, в старом Skyline мы ее видели. Он не на рессорах, опять же. То есть там сзади такие 2 рычага, которые прикреплены к кузову. Представьте себе, вот 2 рычага, и они вот так вот качаются. То есть вот каждое колесо вот здесь на конце такого двойного рычага. Ну что, ребят, за рулем это довольно-таки привычная мне штука. Я к старым тачкам отношусь спокойно. Я знаю, что к ним надо привыкать. Но в любом случае это все-таки серьезный автомобиль. Тем более с 2GZ под капотом, что и говорить. Мне хотелось просто обсуждать старые тачки с кем-нибудь. Приятненько так время провести. У нас сегодня в кадре еще дополнительно вот будет Андрей как раз. Владелец того сервиса, которые нам помогли эту машину найти для съемок. И мое мнение о старых тачках вы знаете. Мне вот интересно, что ты вообще думаешь о машинах из настолько давних времен? Да, классика это всегда крайне интересная штука. Тем более в таком целом состоянии. Потому что если сравнивать опять же, с корчелыгами, так как у нас все время акцент на старых машинах больше на гоночную какую-то, на гоночный какой-то подтекст идет, то в этой машине ощущается все-таки именно эпоха того времени. Хозяин нам, когда машину выдавал, нам сказал, что двигатель родной уже куплен,
ближайшее время родной двигатель, родная механика сюда залетит. Я его прямо буду с этим поздравлять, событием абсолютно искренне. Не, ну ты знаешь, она технически, конечно, не совсем печальная, то есть те же дисковые тормоза, например, везде. В этом поколении у Марков это уже было, то есть это уже хорошо. То есть мы не назовем эту машину совсем уже такой прям, ну, не знаю, ретроградной, такая окончательно. Мотор был хоть и карбюраторный, но он тоже был нормальный, по сути. Ну, у них даже была версия дизельная в этом поколении появилась, то есть был 2.2 дизель. Автоматическая коробка заводская, она, хотя и была вроде бы лишь трехступенчатая, но она уже имела овердрайв, так что не сказать, что она была совсем тоже старая, почти что как современная. На выхлопе уже был катализатор и даже EGR. Просто в автомобилестроении настолько все быстро меняется. Очень часто владельцы подобных машин начинают к ним относиться по-современному, засовывают сюда какие-нибудь китайские 18-е колеса. Ну, машина начинает на них смотреться как какая-то карета. А здесь поступили правильно. Олдскульные, оригинальные 14-е колеса на толстых покрышках. Да елки-палки, у меня на автобусе такие же покрышки стоят, 14-е, вон, 65-е. Смотрится именно так, как должна смотреться машина из 70-х. Кстати, обратите внимание, он такой же длинный, как если бы он был бы седаном. То есть купешка, она не короче. 4,6 примерно метров длиной. Но неудивительно, да, что купешка смотрится лучше всех. Конкретно в нашем случае мне нравится комплектность машины. То есть я здесь вижу практически все внешние элементы, весь хром на месте, даже ветровичок хромированный металлический. Это, кстати, вообще ценность. То есть любые машины вот из 70-х, 80-х, они ездили с металлическими ветровичками. И их найти это просто капец как сложно. Их, кстати, даже сейчас делают типа новодел, хромируют и делают что-то типа похожее. Но чтобы он был родной, это на самом деле редкость. Вот эти хромированные вставки, я вам гарантирую, что она стоит бешеных денег, если вот ее пытаться где-то найти и приобрести. Обычно всегда так и бывает. Вот эти вот здесь хромированные участки. Кстати, если уж я тут полапал лапками, я вам скажу, что можно открыть и вот это стекло тоже. Оно тоже подвижное. И вот это стекло открыть можно. Стойки посередке нету. Соответственно, будет здесь здоровенное большое пространство. Во многих роликах говорю про старые, когда машины рассказываю, что японцы активно копировали американский дизайн. Это все объяснялось очень просто, потому что Америка пребывала в состоянии топливного кризиса, и Япония пыталась завоевать американский рынок своими автомобилями. То есть они делали автомобили, похожие внешне на те, которые американцам привычны, но оснащали их не такими большеобъемными двигателями, которые выдавали не такой большой расход, как их американские какие-нибудь 7,1 там литр. А внешне ты такой едешь почти что на Мустанге, но у тебя под капотом максимум 2,6. Ну, вы знаете, как я люблю салоны старых тачек, блин, не могу, у меня прямо... Машина приехала, да, вот сюда на съемку, я такой сразу побежал смотреть, точно ли здесь оставили стоковый руль. Я такой, фух, у меня сразу на душе отлегло, что здесь стоковый руль. Вот он, тоненький, деревянный, трехспицевый, с бибикалкой на каждом луче. Я же вам, вот кто смотрел недавний выпуск про Nissan Violet, я вам объяснял, зачем делали кнопки сигнала на каждом из трех лучей. Потому что ты, когда поворачиваешь руль, у тебя временами под пальцами оказывается то этот луч. И чтобы ты в любой момент, тебе было удобно вот так вот буквально большим пальцем нажать. Воздуховодики кругленькие. Кстати, у Nissan практически один в один точно такие же. Часы механические с крутилкой под заводом таким. Облицованная под дерево ручка автоматической коробки. На ручке и на руле прям дерево. Ну, прикиньте, да, прикольно. Вообще, рулей было 3 разновидности. У нас вот самый простой. У максимальной версии Grand руль был 4-спицевый, роскошный, массивный. На приборке отдельного внимания, как по мне, заслуживает особый тахометр. Разноцветно размечены режимы езды. Ну, типа холостые, разгон, круизинг. Вы еще посмотрите, здесь есть окошко системы самодиагностики. Называется еще прикольно OK Monitor. Там высвечиваются ошибки вот натурально. То есть вот конкретно у нашего есть проблема с задними фонарями. Вот видите, написано Rear Lights. Интересно, между прочим, что по-английски написано, а не иероглифами. А еще мог быть не просто кондиционер, а климат-контроль. Ну, хотя он тоже был с такими, типа, шевелилками. Почти что то же самое. Регулировок руля нету, прикиньте. Нету регулировок руля. Есть регулировка сидения, но, кстати, она тоже довольно-таки своеобразная. Там не
обычная такая качалка, а именно рычажок влево-вправо. Уютно, уютно. Пружинные сиденья по кайфу вообще. Ну реально пружинные диваны. Шерстяная ткань вот это. Кстати, в самой максимальной версии, это как бы у нас маленькая такая младшая версия, она даже с веслами на окнах. А в максималке, конечно же, был бы тот самый японский велюрчик. Смотрите, здесь есть масюсенький такой подлокотничек с маленьким-маленьким таким бардачочком. У меня у Камрюхи, между прочим, почти что такой же. Потолок тканевый, виниловый. И причем потолок перфорированный. Ну, то есть вы понимаете, что наши жигулики, вот обычные всякие копеечки там и прочие вот эти жигулики старенькие, да, классика, которая называется, они для своего времени не были плохими машинами. То есть даже у серьезных автомобильных производителей, у той же Toyota, было все точно так же. И, кстати, даже эта ткань, она точно так же заправлена под лобовуху, бляха-муха. Ремни здесь нормальные, трехточечные, мгновенные, абсолютно нормальные, с преднатягом, то есть это обычные ремни. То есть мы уже в этот момент доросли до того момента, когда можно по-человечески пристегиваться. И здесь, кстати, на кнопочках, вот куда ты застегиваешь ремень, написано Toyota. Хромированная такая кнопочка, и написано Toyota. В салоне тоже много хрома, значочки. Вот эти тоже металлические, они вот, прикиньте, они вот, я трогаю, они даже какие-то холодные, блин. Ну, хотя здесь-то, понятно, пластик. Реально, вот машина своего времени. Мне нравится, что она сохранилась в таком виде. Никто здесь не наколхозил никакой ерунды. Никому она неадекватному не попала в руки за всю жизнь ни разу. Треснула панелька. Панельки у подобных машин, они из пены. И она, соответственно, рассыхается, трескается. А с этим уже ничего не поделаешь, это надо уже только перетягивать. Ну, соответственно, вот верхнюю часть, допустим, торпеды только перетягивать надо. Шильдики вот эти вечно у всех утерянные. Вот помню, вот мы сколько раз бывало снимаем, обязательно какой-нибудь шильдик точно профукан. Здесь шильдик Mark II. Кстати, Корона Mark II. В те года он еще назывался не просто Mark II, а Корона Mark II. Перестал он называться Корона Mark II только в 70-м кузове. А с самого начала и до 70-го кузова Toyota Mark II была Toyota Corona Mark II. Бардачок, в принципе, глубокий. У него вот эта часть, когда ты ее откидываешь, она по сути превращается в столик. То есть здесь есть даже маленькие углубления, своего рода подстаканники, хотя, конечно, на ходу нельзя будет здесь стакан поставить, потому что, ну, опрокинется, углубления недостаточно глубокие, но как маленький столик, когда машина стоит, использовать можно. Магнитолка здесь была только кассетная и магнитолка отдельно от радио. Это, кстати, не часто встречается. Зачастую это цельный блок даже у старых машин. На самом деле это хорошо в каком плане? Допустим, мы хотим машину оставить внешне такой же олдскульной, но хотим замутить ее на современный лад, хотя бы, по крайней мере, в вопросах музыки. Тогда мы можем вот только вот этот участок, допустим, убрать, оставить радио, и будет казаться, что торпеда осталась в первозданном виде. А на самом деле мы ее маленько доработали. Смотрите, вот, помните, я вам говорил, что задняя часть тоже отодвигается. Смотрите, она полностью уходит туда, вовнутрь. То есть вот, все. Кабриолет почти что, да? Ты понимаешь, что это сутенерская тачка. Smoke weed every day, пам-пум-пам. Smoke weed every day. Нормально можно усесться, смотрите, никакой эквилибристики, особенно если я окошко открыл. Ну, бля, я все равно какой-то толстый, блин, что-то. Ух ты, вы посмотрите, у нас пепельница находится на спинке переднего сиденья. Самое то, чтобы водителю припекать пукан, да? Спинка сзади виниловая, чтобы, видимо, ты когда будешь залезать, один хрен натопчешь, ногами заденешь. Ну, чтобы можно было легко промыть. А у второго-то ряда херушки ремней. Даже поясных нету. Есть маленькая трансформация. У него есть лючок между багажником и салоном. То есть спинка сиденья второго ряда складывается. Вы только гляньте, как сейчас подпрыгнет крышка багажника. Я сам аж не ожидал. Нормально. Причем там торсионы. Там никакие не пружины, не газлифты. Это обычная торсионная крышка. Итак, бензобак под низом, соответственно, ничего не уменьшает объем багажника. Огроменная ванна под запаску, зашибись. Вы мне, кстати, напишите в комментариях, что вам задница машины там напоминает. Гляньте, какие фонари, какие бампера, клыки на бамперах, а? И вот теперь подумаем, кто там решил авторские права нарушить, да? Смотрите, это вот, кстати, подсветка номера такая, да. Причем
Мне удивительно, что сюда поместился вот в это пространство наш уродский длинный номер. Вы понимаете, что даже если бы это была бы американская версия машины, ну, леворульная, то есть была бы Cressida, ну, не Mark II, а Cressida, Toyota Cressida была бы, то в любом случае у Америки тоже квадратные номера, и поэтому мне вот очень странно, откуда здесь такое большое пространство под номер. Ну, просто, видимо, так вот дизайн такой, абы как что-то наделали. Прорезиненные клыки, между прочим. Даже резина не свалялась еще, не отлупилась. Когда мы снимаем старые машины, я обычно так не делаю, но мне прям реально захотелось рулеткой померить багажник. Он реально большой. Ё-моё, 1,12 м до заднего сиденья. Ну, не так много, как я ожидал, но в любом случае много. И здесь 1,5 метра ширина. Ха! Он больше в ширину, чем в длину получается. Нормально так, в натуре Волга какая-то. Чпок, добрый вечер. Слушай, ну-ка, какой проем размером? Ну, из багажника на ходу перебраться за руль, да? Да, туда и обратно. 60 сантиметров шириной и 30 сантиметров высотой. Вот так дела. Что ты скажешь про рогатые зеркала? Они очень интересные, но к ним просто надо привыкнуть. То есть, ну, за полчаса попривыкнуть. Тоненький руль, как тебе? Тоже классно. Не Прям- хочется сосиски Нет, на руль нет, нацепить, нет? Нет. То есть я очень люблю классические рули, вообще по барабану в какой машине. То есть вообще в любой лучше, чтобы был сток. И вот эти все именно гоночные, которые ставят, особенно вот эту вот китайскую хуйню на вылете, Да, я да, вообще да. терпеть не могу. Ну вот ты бы вот как резюмировал? Удачная была модель у Toyota, вот именно это поколение. Вот как ты считаешь, почему они так быстро от него отказались? Что именно здесь людям не нравилось? И от купе версии почему отказались? Ну, скорее всего, то, что она в реальной жизни, они не особо-то удачные купе, потому что это машина имиджевая, машина статусная, то есть покататься, грубо говоря, попонтоваться. Думаю, здесь основная причина, потому что появился Soarer. Типа Да. занял нишу купе, потому что Краун купе тоже был, и с появлением Суарера его тоже убрали. Я надеюсь, вам понравится этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, все ссылки в описании проверяйте, подсказки там различные, какие-нибудь полезные ссылки. Я даже теперь прикладываю ссылку на каталоги олдскульных машин. Да, есть такие прямо. Ну и всем пока. Всем пока.